Привет! Вы на канале о вязании. Если вы первый раз, подпишитесь, здесь 100% есть чем вдохновиться. Меня зовут Людмила, и сегодня свяжем вместе очень симпатичный, несложный ажурный узорчик. Для данного узора я подобрала меланжевую полухлопковую нить. Самый ходовой метраж и классный состав. Крючок у меня 4,5 мм, но если вы используете этот узор для больших изделий, то вам понадобится специальный тунисский крючок. Формируем кольцо удобным для вас способом и набираем цепочку из воздушных петель. Должно быть четное количество. Напоминаю, что наборный край всегда должен быть свободный, чтобы не стягивало край изделия, поэтому провязывайте цепочку слабо. Я набираю 18 петель. Для образца мне будет вполне достаточно. В первом ряду узор начинается с такого характера. Цепляясь за каждую петельку предыдущего ряда, нужно подхватывать рабочую нить, оставляя ее на крючке. Так нужно будет сделать до конца ряда. Во втором ряду нужно будет провязывать все эти петельки. Смотрите, как я это делаю. Первая петля подъема, а далее мы протягиваем рабочую нить каждый раз через 2 петельки. Таким образом мы их закрываем. И так провязываем самостоятельно до конца ряда. Вот так выглядит второй ряд. В третьем ряду мы будем вязать попарно. Накидываем рабочую нить на крючок, придерживаем пальцем, заводим крючок через 2 протяжки, отпускаем палец, рабочая нить перед работой. Снова придерживаем пальцем и крючком протягиваем рабочую нить через эти 2 протяжки. Получается вот такой узелок. И далее повторяем. И в конце ряда у вас должна остаться парочка протяжек. Завершаем узелком и провязываем последний кромочный столбик. Смотрите внимательно, заводим крючок за 2 стенки. В четвертом ряду вяжем в обратном направлении, закрываем все петельки. Смотрите внимательно, как я это делаю. Провязываем петлю подъема, а далее рабочую нить протягиваем сначала через 2 петли, потом через 1. Повторяем через 2 петли, через 1. И вот таким образом, чередуя, провязываем весь ряд. Что-то уже интересное у нас вырисовывается. Переходим с 4 в 5 ряд и снова собираем все петельки на крючок. Первую петельку вытягиваем из протяжки, а вторую вот из этой косички, которая находится между протяжками. Подхватываем ее за переднюю стенку и снова за протяжку, за косичку и так далее. Подошли к концу ряда, осталась последняя протяжка, и тут смотрите внимательно. А здесь еще перед кромочной петлей нужно будет поднять 1 петельку из косички. И остается последняя кромочная, подхватываем ее за 2 стенки. Ну вот, уже мы подошли к 6 ряду. И здесь мы опять же закрываем все петельки, провязываем петлю подъема. И здесь уже закрываем по 2 петли.
На 6-м ряду раппорт заканчивается, и мы его повторяем с 3 по 6 ряд. Чтобы у вас много времени не отнимать, я сейчас быстренько провяжу пару раппортов и покажу вам узорчик со всех сторон, а также не уходите. Я вам покажу один из способов, как аккуратно закрыть узор, чтобы он смотрелся симметрично. Посмотрите, какой красавчик, в меру ажурный узор. Я бы сказала, демисезонный. Его можно использовать как для летних вязаных изделий, так и для теплого периода, подбирая соответствующую пряжу. Он очень красиво смотрится с двух сторон. И с изнаночной стороны тоже такие интересные ажурные дорожки получаются, которые можно вязать как вдоль, так и поперек. И использовать изнаночную сторону для лица. А сейчас я вам покажу, как закончить узор, чтобы получился красивый, аккуратный, симметричный край. На самом деле вариантов очень много, вы можете придумать любой свой или воспользоваться моим. Для этого я использую простые столбики без накида. Допустим, я закончила 4-й ряд и провязываю столбики таким образом. Сначала столбик в арочку, следующий провязываю, цепляясь за перегородку. Как я уже сказала, это один из вариантов. Поэкспериментируйте. На самом деле фантазии здесь нет предела. Самое главное, обращайте внимание на рисунок, чтобы край ваш был более плотным, в том случае, если вам понадобится в этом месте сшивать. Пожалуй, на этом все. Я очень рада, если я вас вдохновила. Хорошего вам дня, интересных творческих идей. До новых вязаных встреч!